Космос полон странных и удивительных загадок, но с помощью современных космических аппаратов мы можем разгадать некоторые из них, или же наткнуться на новые тайны космоса, которые пугают даже ученых. С вами канал Фактопс, и в этом выпуске я покажу самые странные, пугающие и необъяснимые вещи, снятые в космосе. Погнали! Марсианские сферулы. Марсианские сферулы – это загадочные объекты, которые были обнаружены на поверхности Марса. Они представляют собой круглые камни размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. На первый взгляд они кажутся обычными камнями, но при более тщательном рассмотрении выясняется, что они имеют странные свойства. Сферулы обладают необычной гладкостью и симметрией, которые не могут быть объяснены естественными процессами. Кроме того, они состоят из необычных материалов, которые не встречаются на поверхности Марса. Ученые считают, что марсианские сферулы могут быть следами жизни на Марсе. Они предполагают, что эти камни могли быть созданы микроорганизмами, которые жили на Марсе миллионы лет назад. Это может быть ключом к пониманию происхождения жизни во Вселенной. Однако не все ученые согласны с этой теорией. Некоторые считают, что марсианские сферулы могут быть результатом естественных процессов, таких как ветровые эрозии или образование в результате метеоритных ударов. Независимо от того, что они на самом деле представляют собой, марсианские сферулы остаются загадкой, которая привлекает внимание ученых со всего мира. Туманность Бумеранг. Этот объект не менее интересный. Эта туманность – одна из самых известных в галактике. Она находится в созвездии Центавра на расстоянии около 5000 световых лет от Земли. Туманность Бумеранг была открыта в 1980-х годах астрономами из Австралийского национального университета. Она получила свое название благодаря своей необычной форме, напоминающей бумеранг. Одной из самых интересных особенностей туманности Бумеранг является ее температура. Она является самым холодным объектом в известной Вселенной. Температура туманности составляет минус 273 градуса по Цельсию. Эта невероятно низкая температура обусловлена тем, что туманность находится в очень холодном месте галактики, где практически нет звезд и других источников тепла. Туманность Бумеранг также является объектом изучения для астрономов, которые исследуют ее свойства и состав. Они надеются, что изучение этой туманности поможет им лучше понять происхождение Вселенной и ее эволюцию. Несмотря на то, что туманность Бумеранг находится на большом расстоянии от Земли, астрономы смогли получить детальные данные о ее свойствах и составе, благодаря использованию современных телескопов и других инструментов. Туманность Бумеранг остается одним из самых загадочных объектов в галактике, и астрономы продолжают исследовать ее, чтобы раскрыть все ее тайны и узнать больше о происхождении Вселенной. Черный принц. Согласно легенде, Черный принц – это космический аппарат внеземного происхождения, который прибыл к нам от одной из звезд созвездия Волопас, и теперь он вращается вокруг Земли в течение приблизительно 13 тысяч лет. По мнению специалиста по поддержке образования из планетария Армы в Северной Ирландии Мартина Редпад, эта легенда является сформировавшейся в интернете компиляцией несвязанных между собой фактов, наблюдений необычных явлений из засекреченных космических аппаратов, неверных интерпретаций фотоснимков и авторских вымыслов. Ведущий научно-популярного подкаста «Скептоид» Брайан Даннинг отмечает, что название «Черный рыцарь» на самом деле не использовалось ни одним из реальных наблюдателей упоминаемых легендой неопознанных объектов и сигналов. А его тривиальный характер не позволяет установить, когда это название стало связующим компонентом легенды. В 1966 году на математическом конгрессе в Москве ученый уфолог и писатель-фантаст из Франции Жак Валле, защитивший в Северо-Западном университете Чикаго, США, докторскую диссертацию по вопросу о слежении за искусственными спутниками Земли, обратился к советскому писателю-фантасту Александру Казанцеву с предложением опубликовать в советской прессе совместную статью о загадочных явлениях в земной атмосфере и ближнем космосе. Спустя год в журнале «Техника молодежи» вышла их статья «Что летает над Землей».
И там Вале упоминает странные неопознанные спутники Земли, по крайней мере, один из которых движется по противоположную сторону, чем все запущенные в СССР и США. Позже в очерке «Из космоса в прошлое» размышления фантаста уже Казанцев заявляет, что запуск искусственного спутника Земли в направлении против ее суточного вращения значительно затруднен, и упомянул используемое на Западе название странного спутника «Черный принц». Широкую известность получило это изображение на вашем экране, сделанное в 1998 году во время миссии СТС-88 шаттла Endeavour. Согласно легенде, на фотографии изображен Черный принц, но бывший сотрудник НАСА Джеймс Оберг объясняет это так. На снимках видеоматериалах запечатлено теплоизолирующее покрывало, предназначавшееся для установки на наружной поверхности модуля МКС Unity, и случайно упущенное Джерри Россом во время работы в открытом космосе. А что по этому поводу думаете вы? Микки Маус. Думаю, это находка обычное совпадение, и скорее всего многие из вас не воспримут ее всерьез. Находится она на поверхности Меркурия. Изучая его площадь, ученые обнаружили 3 кратера, которые по своей форме напоминают силуэт Микки Мауса. Возможно, это не кратеры похожи на Микки Мауса, а наоборот. Может быть, Дисней именно из космоса черпает свои идеи? Конечно же, это все шутки. Абсолютно каждый день ученые обнаруживают новые кратеры, и, конечно, некоторые из них будут похожи на тот или иной предмет. Марсианское лицо. В 1976 году на поверхности Марса была сделана очень жуткая фотография, по поводу которой до сих пор многие спорят. На фото отчетливо видно огромное лицо, которое напоминает лицо человека. Многие уфологи прозвали его марсианским сфинксом. На фото запечатлен район Кедония, находящийся в северном полушарии Красной планеты. Как вы уже могли догадаться, лицо оказалось иллюзией, которую создали удивительное расположение гор и направленные солнечные лучи. Оказалось, что это просто красивый обман зрения, созданный холмами. Кстати, вот и фотография так называемого марсианского сфинкса. Она была сделана в 2001 году. Как видите, ни о каком лице и речи быть не может. НЛО. Существование НЛО, неопознанных летающих объектов, которые, как предполагается, управляются пришельцами с других планет, уже давно является предметом горячих споров. Странное явление было зафиксировано 7 октября 2014 года, когда 2 астронавтов вышли в открытый космос для проведения работы с аппаратурой МКС. НЛО был снят камерами наблюдения, установленными на борту космической станции. На кадрах видно, что НЛО имеет вытянутую форму. Он представляет собой некую размытую линию на заднем плане. Такое ощущение, что объект просто завис и наблюдает за действиями астронавтов. Но все не так однозначно. Таинственным объектом мог оказаться какой-нибудь земной космический аппарат, пролетавший мимо станции в этот момент, космический мусор или обычная пыль, попавшая на объектив камеры. Но скорее всего последний вариант отпадает. Ведь блики отражения объектива обычно требуют сильного источника света, а в тот момент их не было рядом с космонавтами или камерой, когда объект появлялся на видео. В самом НАСА этот случай никак не комментируют. Ангелы на МКС. В 1985 году за бортом советской космической станции «Салют-7» внезапно появилось странное яркое, светящееся оранжевое облако. Вскоре оно рассеялось, и члены экипажа увидели по ту сторону иллюминатора 7 фигур, напоминающих человеческие, но у них было несколько особенностей: гигантский рост и большие крылья за спиной, а также вокруг головы каждого сиял нимб. Нимб – это условное обозначение сияния вокруг головы изображений Христа, Богоматери, святых и так далее. Непонятные существа напоминали ангелов. Астронавты передали на Землю отчет о происшествии, которому был присвоен секретный статус. Когда космонавты закончили свою программу и вернулись на Землю, им строго-настрого запретили рассказывать о загадочном событии. Но так или иначе, информация стала общедоступной. Между тем, оказалось, что создания, похожие на ангелов, не раз появлялись вблизи американских шаттлов, но, видимо, они также не подлежали широкой огласке. Что из этого выпуска показалось вам самым странным и пугающим? Расскажите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.